Приветствую всех на моем канале, и это вторая часть мастер-класса на платье-сарафан, в котором мы приступим к вязанию нижней части. Особую благодарность хочу выразить всем, кто поддерживает мой канал. Спасибо от всего сердца, и это действительно очень ценно для меня. А теперь не забудьте поставить лайк, подписаться, кто не подписан, и приступаем к вязанию. И сразу вам покажу схему узора, по которой мы будем вот эту часть вязать. И здесь, как вы видите, раппорт узора кратен 8. То есть вот он у нас отсюда будет начинаться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мы провязываем несколько рядов, примеряем на себя, чтобы нам не было туго. И когда мы провяжем необходимое количество рядов, у меня вот тут я сейчас вам посчитаю в сантиметрах, у меня здесь получалось вот 5 сантиметров. Но каждый из вас определяется на свою особенность фигуры. Я провязываю еще необходимое количество сантиметров и по последнему ряду подвожу петельки под кратность узора, равную 8. И вот я провязала необходимое количество мне рядов, необходимое количество сантиметров. И теперь что нам нужно сделать? Теперь нам нужно обязательно на себя примерить. Но что хочу сказать. Когда мы примерим на себя, вот у нас получается наш связанный вот этот лиф. Вот он сюда будет ложиться. И мы провязали вот уже примерно вот до этого уровня. Каждый на себя примерьте и посмотрите, до какого уровня вы довязали. И вот вы, допустим, смотрите, что вы довязали до вот определенной высоты. И дальше мы видим, если мы довязали, допустим, вот до этого уровня, дальше мы видим, у нас идет немножко убавление. И дальше вот от талии у нас нужно делать прибавку. Поэтому я сразу хочу сказать, и на будущее я не буду подробно на этом останавливаться. Если вы хотите, чтобы ровно вот так по фигуре было, значит, в следующем ряде, вот сейчас я буду ряд провязывать, еще провяжу ряд столбиков без накида, просчитаю количество петель. И если мне нужно будет еще заужение, то я буду делать заужение, тем самым убирать несколько петель. Если же вы смотрите, что в принципе вам заужать уже не надо, примерьте на себя, и вы понимаете, что когда вы одеваете, вы можете не пройти. Если вы будете делать еще заужение, то останавливайтесь на этих петлях. Если кому нужно прибавить, то мы добавляем какое-то определенное количество петель, но учитываем то, что у нас раппорт нашего узора кратен 8, и, соответственно, просчитываем петли и подводим под кратность этого узора. Также учитываем то, что вот как в моем платье, здесь я провязывала, как вы видите, 1, 2, 3 ряда. То есть вот как у нас по схеме 1, 2, 3 ряда. И примерная высота одного ряда, несмотря на то, что здесь связано из другой пряжи, все же я сейчас измерю. Высота одного ряда получается 1,5 сантиметра. Учитывайте это для того, что когда вот вы провязали, примерили, вот у вас, допустим, такая высота, и измерьте, сколько у вас от уровня, когда вы провязали, вот примерили на себя, до талии. Измерьте в это сантиметрах, потому что от талии у нас идет расширение. Поэтому нам нужно провязать. Кто-то провяжет, согласно вот этой схеме, 3 ряда, и ему хватит довязать до талии. Кто-то провяжет всего 2, кто-то провяжет всего 1. В зависимости от того, сколько рядов вы здесь провязали и на каком уровне у вас это заканчивается. У кого-то может... Кто-то вот довязал до сюда, и всего ему хватит провязать по этой схеме 1 ряд, и далее уже у нас идет расширение. Поэтому давайте сейчас подведем, еще провяжем 1 ряд столбиков без накида, подведем под кратность, равную 8, и будем переходить на вязание вот этого узора. И я провязала
ряд столбиками без накида, подвела петли под кратность узора равную 8. И сейчас мы с вами будем переходить на вязание этого узора. То есть кратность рядов 2 ряда. Мы провяжем 2 ряда и потом их будем повторять. Всего получается нам нужно будет провязать, я в своем случае провяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов. Как в моем вот в этом платье у меня провязано вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Но за раппортность мы берем 2 ряда. Вот у меня воздушная петелька, мы начинаем с воздушной петли ряд и в эту же петельку провязываем столбик без накида. Я провязала воздушную петлю и в эту же петельку провязываю столбик без накида. Далее мы будем вязать все столбиками с одним накидом, между ними у нас будет по одной воздушной петле. И сейчас мы провязываем первый столбик без накида, первый, второй, третий, в 4-й столбик ряда. Делаем накид на крючок и считаем, вот я сюда провязала столбик без накида и считаю первый, второй, третий, в 4-й столбик я провязываю столбик с одним накидом. Всего у нас должно быть вот в этом веере 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков, между каждым столбиком по одной воздушной петле. Первый столбик мы провязали, воздушная петля, опять накид на крючок и в эту же петлю провязываем второй столбик, воздушная петля, накид на крючок, сюда же вяжем третий столбик, воздушная петля, сюда же вяжем 4-й столбик, воздушная петля, 5-й, воздушная петля, сюда же 6-й, воздушная петля и сюда же 7-й столбик. Провязали. Далее смотрим, пропускаем 1, 2, 3, в 4-й столбик вяжем столбик без накида. Вот сюда мы вязали, считаем 1, 2, 3, в 4-й вяжем столбик без накида. Провязали. Опять накид на крючок, пропускаем 1, 2, 3, в 4-ю петлю, опять вяжем вот то же, что мы вязали. Группу из 7 столбиков с одним накидом, между каждым столбиком по воздушной петле. Я провязала первый, воздушная петля, второй, третий в эту же петлю, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й. 1, 2, 3, в 4-й столбик предыдущего ряда провязываю столбик без накида. Вот так у нас получается. Опять делаю накид на крючок, пропускаю 1, 2, 3 и в 4-ю провязываю вот этот веерок. 7 столбиков с одним накидом, между каждым столбиком воздушная петелька. Пропускаю 1, 2, 3, в 4-ю провязываю столбик без накида. Вот так у нас получается. И я вяжу по кругу до конца ряда и буду показывать, как мы будем завершать ряд. Вот я провязала 7-й столбик, и теперь у нас по схеме, если вы посмотрите, мы довязали и провязываем столбик без накида вот в наш первый столбик. Это по схеме, но так как мы вяжем по кругу, мы находим вот этот первый столбик, который мы вязали в начале ряда, вводим в него крючок, подхватываем рабочую ниточку и соединительную петельку протягиваем. И вот так у нас получается такой ряд, завершение ряда. Далее, согласно схеме, мы начинаем ряд с 3 воздушных петель подъема. 1, 2, 3. И начинаем провязывать. То есть вот у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 веер из 7 столбиков. И мы начинаем провязывать столбик с одним накидом вот
после второго столбика в воздушную петельку, воздушная петля, столбик без накида, 3 воздушные петельки, столбик без накида, воздушная петля, столбик с накидом. То есть мы начинаем вязать после второго столбика и далее вяжем между каждым столбиком. То есть мы пропускаем первые 2 столбика, и в конце у нас 2 столбика остаются. Между ними в каждую воздушную петельку между столбиками мы будем провязывать столбики. Начнем со столбика с накидом, далее воздушная петля, столбик без накида, 3 воздушные петельки, столбик без накида, воздушная петелька, столбик с накидом, воздушная петля и повторяем. Итак, мы провязали 3 воздушные петли. Делаем накид на крючок, пропускаем первый столбик, второй, и вот после второго столбика провязываем столбик с одним накидом. Провязали, воздушная петелька. Теперь в следующую арочку провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. И в следующую арочку опять столбик без накида. Воздушная петля, накид на крючок и сюда в следующую арку столбик с одним накидом. Вот так. Воздушная петелька и повторяем. Накид на крючок, пропускаем вот первый столбик, после второго столбика вяжем столбик с одним накидом. Воздушная петля, в следующую вот воздушную петельку вяжем столбик без накида. Раз, два, 3 воздушные петельки, вот в эту арочку воздушную петельку вяжем столбик без накида. Воздушная петля, накид на крючок, в следующую воздушную петельку вяжем столбик с одним накидом. Опять воздушная петля и повторяем все то же самое. Вот так у нас должно получаться, и провязываем до конца ряда. Последний столбик с одним накидом. Я подхожу к концу ряда. Мы провязывали 3 воздушные петли на подъем. Вот в третью воздушную петельку мы вводим крючок, подхватываем рабочую нить и протягиваем соединительную петельку. И вот мы провязали 2 ряда. Это 2 раппортных ряда. Провязали ряд, примерьте на себя и определите. Измерьте, сколько у вас в сантиметрах один ряд, и определите, сколько рядов вам нужно провязать. Я провяжу 3 ряда. Переход на следующий ряд. Мы начинаем также с одной воздушной петли и столбика без накида. Я провязываю одну воздушную петельку на подъем и сюда же провязываю столбик без накида. Далее мы также вяжем, вот где мы вязали 3 воздушные петельки, под эти 3 воздушные петли, вот под них, мы вяжем точно такой же веерок из 7 столбиков с одним накидом и между ними по одной воздушной петле. Я делаю накид на крючок, нахожу 3 воздушные петельки, в эти 3 воздушные петли начинаю провязывать столбики с одним накидом. Я провязала первый, второй, воздушная петелька, сюда же третий, воздушная петля, четвертый, и седьмой. Провязала 7 столбиков. И вот в эту арочку, где мы вязали вот воздушную петельку, сюда я провязываю столбик без накида. Опять накид на крючок, и в арку из 3 воздушных петель я опять провязываю 7 столбиков с одним накидом, между ними провязываю по одной воздушной петле.
провязала 7 столбиков, между раппортами провязываю столбик без накида. И вот так у нас получается. Провязываем этот ряд. Следующий ряд мы вяжем точно так же, как мы вязали вот предыдущий. И я буду провязывать вот таких 3 раппортных ряда, которые состоят из 2 рядов. Я провяжу необходимое количество рядов мне. После каждого ряда мы примеряем. И когда я провяжу своих 3 раппортных ряда, я к вам вернусь и покажу, как я буду вязать дальше. И вот я провязала 3 раппортных ряда. Сейчас мы провязываем ряд, вот как у нас по схеме, нам нужно провязать ряд столбиками без накида. Я соединила ряд, и мы смотрим, как мы провязываем столбики без накида. То есть мы провязываем в каждый столбик воздушную петельку ряда. И в воздушную петлю между раппортами мы провязываем столбик с одним накидом. Везде в остальные петельки мы вяжем столбики без накида. Итак, здесь мы провязываем одну воздушную петлю и сюда, в эту же петельку, провязываем столбик без накида. Далее, вот мы вязали столбик с одним накидом, в него мы провязываем столбик без накида, воздушную петельку, столбик без накида. В столбик без накида мы также вяжем столбик без накида, в 3 воздушные петельки также столбик без накида. В столбик без накида предыдущего ряда также столбик без накида, в воздушную петельку столбик без накида, в столбик с одним накидом также столбик без накида. И вот сюда вот нам по схеме предполагается вязать столбик с одним накидом, но лучше провязать столбик без накида. То есть мы везде провязываем столбики без накида. Еще раз, воздушную петельку, столбик, в столбик без накида предыдущего ряда, в 3 воздушные петельки, столбик без накида, в воздушную петельку, столбик с одним накидом и воздушную петельку между раппортами. И так мы провязываем до конца ряда. Вот так у нас должно получиться ряд столбиков без накида. Далее, вот как мы смотрим на этом платье, я провязывала у себя еще один ряд столбиков без накида, потом столбик с накидом. Здесь вот этими рядами мы регулируем ширину. То есть вот я сейчас провяжу ряд столбиков без накида, дальше еще провяжу ряд столбиков без накида, примерю на себя. Если мне нужно расширение небольшое, то я буду делать прибавки. Прибавки я буду добавлять столбики без накида, то есть в одну петельку провязывая по 2 столбика. Но сейчас я провяжу этот ряд до конца, провяжу еще буквально несколько рядов и к вам вернусь, покажу, как я буду делать прибавки и что у нас в конечном итоге будет получаться. Итак, вот смотрите, я связала. Вот эта провязка, вот она у меня проходит под грудью. Я провязала сейчас вот наш узор, который мы вязали. И я вижу, что в принципе еще несколько сантиметров, вот столько где-то, я смогу провязать провязки до линии талии. И уже после этих нескольких рядов я буду делать расширение. То есть вот я думаю, видно, да, вот у меня до талии доходит, я провяжу несколько рядов, и уже здесь я буду делать прибавку в петлях, чтобы у меня по линии талии пошло расширение. И я довязала до линии талии. Сейчас я провяжу ряд столбиков с одним накидом, просчитаю количество столбиков у меня в этом ряде и провяжу 2 ряда столбиков без накида. Провяжу 1 ряд столбиков без накида, еще раз просчитаю петельки. И далее мы перейдем еще на один промежуточный ряд провязки
узором. Я покажу, какой узор мы будем вязать. Еще раз посчитаем все петли, подведем под основной узор и начнем провязывать уже низ платья. Вот так у нас должно получаться. И вот я провязала ряд столбиков с одним накидом. И далее я провязала ряд столбиков без накида. Далее мы будем переходить на вязание еще одного промежуточного ряда. Вот так вот схема эта выглядит у нас. Здесь у нас раппорт равен 3. И вот как по схеме вы видите, здесь у нас показаны столбики с одним накидом. Мы их провязывать не будем. У нас здесь последний ряд я у себя провязывала столбики без накида. И сразу с этих столбиков без накида я начну вязать вот этот вот третий ряд. Итак, давайте приступать. Если у кого-то петли не подведены под кратность равную 3, провяжите еще один ряд столбиков без накида и подведите под кратность равную 3. По схеме у нас узор начинается с 3 воздушных петель подъема. Маркер я не снимаю, я его прикрепляю, вот так перехожу, чтобы мне видеть, где у меня боковой шов, где у меня серединка. Вот так вот у меня выглядит боковой шов. Итак, давайте приступать к этому узору. После вязания этого узора, вот этого промежуточного, я буду прибавлять петли на расширение от талии к бедрам. Провязываю 3 воздушные петельки на подъем, вот они провязаны, и 3 воздушные петли у меня пойдут на ряд. Всего 6 воздушных петель. Вот 6 петель я провязала. Теперь я делаю накид на крючок, и мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Вот как бы вот здесь мы будем провязывать их, можно сказать, за вот этот столбик, но так как у нас здесь 3 воздушные петли, мы их провяжем в первую воздушную петельку. Делаем накид на крючок, и у нас все 3 столбика с одним накидом с общей вершиной, поэтому вот в первую петлю, откуда мы вязали воздушные петли подъема, вот в эту петельку нам нужно попасть и сюда провязать 3 столбика с накидом. Вот я первый не до конца провязала, оставила на крючке, делаю накид на крючок, сюда же в петлю подъема в первую провязываю второй столбик, не до конца, вот он у меня на крючке, накид на крючок, и сюда же провязываю третий столбик. Вот у меня 3 столбика, и я их все провязываю вместе. Провязала вместе и закрепляю одной воздушной петелькой и пропускаю 1, 2, в третий столбик ряда провязываю столбик с одним накидом. Делаю накид на крючок, пропускаю 1, 2, в третий столбик провязываю столбик с одним накидом. Теперь опять я провязываю 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, делаю накид на крючок, и я буду вязать, можно вязать вот в эту петлю, можно вязать за столбик, тоже будет неплохо смотреться. Ну давайте вот будем вязать вот в эту петельку. Первый столбик провязанный не до конца, накид на крючок, сюда же второй столбик с накидом не до конца провязанный, накид на крючок, и сюда же в эту же петельку провязываю третий столбик, провязанный не до конца. Вот у меня 3 столбика, я их провязываю вместе и воздушной петелькой закрепляю. Вот так получается, если провязывать вот в петлю основания. Сейчас я покажу вам, как будет выглядеть, если мы за столбик будем вязать. Провязали, теперь делаю накид на крючок, пропускаю 1, 2, и в третью петельку провязываю столбик с одним накидом. Провязала, провязываю 1, 2, 3 воздушные петельки, и теперь покажу, как будет смотреться, если мы провяжем за столбик с одним накидом. Делаем накид на крючок, заводим за столбик, подхватываем рабочую нить, подтягиваем, провязываем не до конца. Первый столбик, накид на крючок, заводим за столбик с накидом, провязываем не до конца второй столбик, опять делаем накид на крючок, заводим за столбик, провязываем, и вот у меня 3
столбика на крючке. Провязываю их вместе, закрепляю воздушной петелькой. Накид на крючок, пропускаю 1, 2, в третью петлю провязываю столбик с одним накидом. Вот. У нас вот так вот смотрится. То есть получается результат разный. Это смотрится так, это смотрится так. Можно чередовать, тоже будет очень интересно. Поэтому мы провязываем ряд таким образом до конца. И далее я покажу, как мы будем вязать следующий ряд. И уже будем делать прибавку, которая у нас будет переходить, чтобы у нас хорошо легло все на бедра. И вот я провязала ряд до конца. Я делала чередование. Я провязывала одну в петлю, а другую за столбик. Вот так вот у меня получилось. И теперь я подошла к концу ряда, и как мы должны соединять? Мы должны по схеме провязать столбик с одним накидом, но так как у нас круговое вязание, мы будем соединять вот в третью воздушную петельку подъема соединительной петлей. Я провязала последний раппорт, и вот нахожу третью воздушную петлю, 1, 2, 3, и в третью воздушную петельку сюда я ввожу крючок, подхватываю рабочую нить и соединяю вязание. Вот так у меня получается. Далее, как мы видим, будет у нас группа из 3 столбиков с одним накидом. Мы также начинаем вязание с 3 воздушных петель подъема. Провязали 3 воздушные петли подъема. И теперь мы будем вязать группами из 3 столбиков с одним накидом вот в 3 воздушные петельки, которые мы вязали на ряд. То есть вот сюда мы провяжем, сюда провяжем, сюда провяжем. То есть вот эти вот 3 петли, которые мы вязали на ряд, под эти 3 петельки мы будем провязывать группу из 3 столбиков с одним накидом. Мы провязали 3 воздушные петли на подъем, и вот под эти 3 воздушные петельки я провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Опять накид на крючок. Вот у меня 3 воздушные петли. Сюда я провязываю 3 столбика с одним накидом. Провязала. Опять делаю накид на крючок. Вот у меня 3 воздушные петельки. Сюда провязываю 3 столбика с одним накидом. Накид на крючок, под эти 3 воздушные петельки провязываю. И так я провязываю до конца ряда. Вот так у нас должно получаться. И вот я провязала в каждые 3 воздушные петельки ряда по 3 столбика с одним накидом. И теперь мы можем посчитать количество этих групп и посчитать, сколько у нас петель получилось по последнему ряду. Закрываем ряд мы соединительной петелькой в третью петлю подъема. Вот мы вязали 3 петли подъема, в третью мы вводим крючок, подхватываем рабочую нить и соединяем. Вот, теперь что нам нужно сделать? Примерить еще раз на себя. Я, когда на себя примерила, у меня оказалось по самой крайней линии талии, то есть у меня оказалось вот тут вот. Далее у меня начинается расширение к бедрам. Что нам нужно сделать? Измерьте в сантиметрах, сколько сантиметров у вас по последнему ряду, и измерьте самые выступающие части бедер, то есть самая широкая часть бедер должна быть измерена. Запишите в сантиметрах. И что мы должны сделать? Так как у нас мы уже провязывали с вами разные техники вязания, у нас здесь были столбики с накидом, столбики без накида, мы должны взять метр и измерить. Я сейчас приведу пример, примерный расчет. Допустим, вот вы довязали до этой линии, и у вас здесь, допустим, получается 70 сантиметров. Самой широкой части бедер вы измеряете, у вас получается, допустим, 95 сантиметров. Теперь мы берем метровую ленту и замеряем. То есть мы берем 10 петель,
Прикладываем метр. И еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот я измеряю, и у меня получается 10 столбиков, то есть 10 петель. 10 петель равны 3,2 сантиметра. Мы просчитали количество столбиков по последнему ряду. То есть мы записали, у нас 10 петель, это 3,2 сантиметра. У вас получится свое количество сантиметров. И теперь нам нужно знать, сколько петель нам нужно по самой широкой части бедер. Мы должны посчитать эту пропорцию, сколько нам нужно петель на наши 95 сантиметров. И мы считаем, мы 10 умножаем на 95 и делим на 3,2 сантиметра. И получается у нас, я буду округлять в большую сторону, у меня получается 297 петель. Вам нужно сделать точно такой же расчет. Теперь я соединила, когда следующий ряд я буду провязывать столбиками без накида. Я провязываю столбики без накида. И я знаю, что мне нужно сейчас подвести петли, чтобы у меня было нужное количество, которое мы с вами просчитали по самой широкой части бедер. Также следует понимать, что у нас идет не сразу расширение. Допустим, у вас по талии 70 сантиметров, к бедрам 95. То есть у нас тут разница в 25 сантиметров. Вы можете взять еще срединные какие-то точки, вот 70, дальше 80 сантиметров, 90 сантиметров. И также сделать расчет, чтобы вот это увеличение петель было более плавное, если вы хотите посадку более плавную по фигуре. Поэтому сейчас... Как мы смотрим вот по моему вот этому платью предыдущему. То есть вот у меня заканчивается, и как вы видите, у меня идет расширение. То есть я делала промежуточные расчеты. Я не начинала вязать сразу от линии талии и сразу расширение делать по ширине бедер. Я делала промежуточные расчеты, и между этими промежутками я провязывала столбики без накида. Поэтому здесь нам нужно сделать то же самое. Я точно так же буду делать промежуточные расчеты. Как можно чаще нужно примерять на себя. И буду провязывать вот именно до линии бедер вот такими вот участками. То есть я буду также провязывать столбики с накидом, столбики без накида вот такими блоками. Сейчас я провяжу столбики без накида, добавлю необходимое количество петель по срединной части. Допустим, вот у меня сейчас я дошла до талии, у меня обхват талии условно 70 сантиметров. Далее я просчитаю промежуточный итог, допустим, на 80 сантиметров. Провяжу ряд столбиков без накида, добавлю необходимое количество петель в столбиках без накида. То есть как я буду добавлять? Я буду вязать столбики без накида, и когда мне нужно будет добавлять петли, я в одну петельку буду провязывать 2 столбика, тем самым увеличивая количество петель. То есть добавление это я буду делать равномерно по кругу. Провяжу опять какой-то блок столбики без накида, столбики с накидом, и, допустим, разделю для себя условно на какие-то срединные блоки. Вот у меня, допустим, талия, вот бедра. И здесь я сделаю вот так вот еще примерно 2 блока. От самой широкой части бедер далее мы будем вязать уже основным узором низ платья. Поэтому давайте мы с вами сделаем правильно расчет, рассчитаем, возьмем срединные мерки, провяжем несколько блоков и приступим уже к вязанию низа. И вот я провязала необходимую мне высоту, то есть у меня это получалось от линии под грудью и вот примерно до начала, как у нас начинаются бедра. Вот именно вот эту высоту, которая от под грудью начинается, вот именно вот эту часть, вы для себя эту
Высоту определяете сами, сколько вам необходимо. Кто-то захочет довязать до линии талии и от линии талии вязать вниз. Кто-то выберет вот именно до начала широкой части бедер, где начинается. Кто-то выберет от самой широкой. То есть это на ваше усмотрение. Итак, я провязала необходимую высоту. И далее мы будем переходить на вязание уже основного узора, которым будет у нас провязано все платье. Узор у нас будет вот по такой схеме. Кратность узора 34 петли. И раппортность ряда тут у нас получается 4 ряда. Вот раз, первый ряд, не 4, а 5, извините, раз. И раппортность у нас здесь 4 ряда. Вот раз, два, три, 4. Они опять повторяются. То есть 4 ряда раппортность и кратность петель 34 петли. Я уже подвела последний ряд под кратность узора в 34 петли. Вы теперь тоже провяжите последний ряд столбиками без накида. Посчитайте количество петель по ряду и доведите их под кратность, равную 34 петлям. Итак, сейчас мы с вами будем переходить к вязанию основного узора. Подведете петли без меня вы уже сами, поэтому я начну показывать вам, как мы будем вязать наш основной узор, которым будет связано все платье. Последнюю петельку я соединительной петлей провязываю и начинаю вязать наш узор. Как вы видите по схеме, мы начинаем с 3 воздушных петель подъема и 3 воздушные петли на ряд. Далее мы пропускаем 3 петли ряда и в 4 и в 5 вяжем по столбикам с одним накидом. Весь узор у нас состоит из столбиков с накидом. У нас он будет вязаться группами 2 столбика с накидом, 4 столбика с накидом, 2 столбика, 4. 4 столбика будут вязаться в одну петлю, то есть петлю основания. И между петельками, между столбиками у нас по 3 воздушных петельки будет. Итак, провязываем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, 3 петли на ряд, всего 6 воздушных петель. Пропускаем 1, 2, 3 петли, делаем накид на крючок и в 4 петлю провязываем столбик с одним накидом. В 5 петлю также провязываем столбик с одним накидом. Далее пропускаем 1, 2, 3, 4, 5 петель, провязываем 3 воздушные петельки и в 6-ю вяжем группу из 4 столбиков с одним накидом. Я провязываю 1, 2, 3 воздушные петельки, делаю накид на крючок, пропускаю 1, 2, 3, 4, 5 и вот в 6-ю петельку я провязываю группу из 4 столбиков с одним накидом. 2 столбик, 3 и 4. Далее мы провязываем 3 воздушные петельки, пропускаем 2 петли и в 3-ю вяжем столбик без накида. Далее провязываем 3 воздушные петли, также пропускаем 2 воздушные петли основания и в 3-ю опять провязываем группу из 4 столбиков с одним накидом. Провязываем 1, 2, 3 воздушные петли, пропускаем 1, 2, в 3-ю петлю вяжем столбик без накида. Опять 1, 2, 3 воздушные петли, пропускаем 1, 2 и в 3-ю провязываем группу из 4 столбиков с одним накидом. Провязали. Далее 3 воздушные петельки, пропускаем 1, 2, 3, 4, 5 петель, в 6-ю и 7-ю провязываем по столбику с одним накидом. 1, 2, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, 5, в 6-ю делаем накид на крючок, провязываем столбик с одним накидом и в следующую петельку также провязываем столбик с одним накидом.
провязали 2 столбика. 3 воздушные петельки, пропускаем 1, 2, 3 петли и в четвертую вяжем 4 столбика с одним накидом. Провязываем 1, 2, 3 воздушные петли, пропускаем 1, 2, 3 петли основания, в четвертую вяжем группу из 4 столбиков с одним накидом. 2, 3 и 4. 4 столбика провязали. Далее пропускаем 1, 2, 3, 4, 5 петель. В шестую петлю вяжем опять группу из 4 столбиков с одним накидом. Делаем накид на крючок, пропускаем 1, 2, 3, 4, 5 и в шестую петлю провязываем группу из 4 столбиков с одним накидом. Вот так получилось у нас. Провязали. Провязываем 3 воздушные петельки, пропускаем 3 петли основания, в четвертую и пятую вяжем по столбику с одним накидом. 3 воздушные петельки провязываем, пропускаем 1, 2, 3 и в четвертую петлю провязываем столбик с одним накидом. В следующую петлю провязываем также столбик с одним накидом. Вот так мы провязали один раппорт. Мы провязали вот эту группу, 3 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Как вы видите по схеме, дальше у нас повторяется вот опять начало этого раппорта. То есть вот мы сейчас провязали 2 столбика с одним накидом, то есть мы провязали начало раппорта. Теперь мы опять будем вязать то же самое, что мы вязали с самого начала. Я провязываю 3 воздушные петли. Далее пропускаю 5 петелек основания, в шестую вяжу группу из 4 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. В шестую петлю провязываю 4 столбика с одним накидом. Далее я провязываю 3 воздушные петли, в третью петельку столбик без накида, 3 воздушные петельки, 2 петли пропускаю и в третью вяжу группу из 4 столбиков с одним накидом. Провязываю 1, 2, 3, пропускаю 1, вторую и в третью петлю провязываю столбик без накида. 1, 2, 3. Накид на крючок, пропускаю 2 воздушные петли основания, в третью провязываю опять группу из 4 столбиков с одним накидом. Провязали 3 воздушные петельки, пропускаем 5 петель основания и вяжем 2 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, пропускаем 1, вторую, третью, четвертую, пятую, в шестую делаем накид на крючок, провязываем столбик с одним накидом, накид на крючок и в следующую петельку еще один столбик с накидом. Провязали. Провязываем 3 воздушные петельки и 3 петли основания, пропускаем, в четвертую вяжем группу из 4 столбиков с накидом. Далее пропускаем 5 петель основания и в шестую петлю также провязываем группу из 4 столбиков с одним накидом. Провязываем 1, 2, 3, накид на крючок, пропускаем 1, 2, 3, 3 петли основания, в четвертую вяжем группу из 4 столбиков с одним накидом. Делаем накид на крючок, пропускаем 5 петель основания, 1, 2, 3, 4, 5, в шестую петлю провязываем группу из 4 столбиков с накидом.
провязали, пропускаем 3 петли основания, вяжем 3 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Пропускаем 1, 2, 3, делаем накид на крючок и в 4-ю петельку провязываем столбик с накидом и в следующую провязываем столбик с одним накидом. И вот так у нас получается по схеме. Теперь мы провязали 2 столбика с одним накидом. Мы провязали вот эти 2 столбика, то есть это вот мы сейчас довязали начало раппорта. Далее мы опять повторяем, провязываем и возвращаемся и вяжем опять следующий раппорт. И вот так мы повторяем до конца ряда. Провязываем, и я покажу, как мы будем завершать этот ряд и начнем вязать следующий.